Всем привет, меня зовут Виталий. Сегодня я хотел бы с вами познакомиться и немножко рассказать, зачем я все это затеял. В основном я занимаюсь сканированием, печатью деталей. Ну, сканирование, последующее моделирование, реверс-инженеринг. Периодически сталкиваюсь с такой проблемой, что размеров около 300 мм в высоту мне вообще не хватает. Мне нужен более высокий принтер, потому что бывают детали по 70 сантиметров, это нужно склеивать, продумывать, как ее порезать и лучше напечатать. Хотелось бы ее напечатать полностью в высоту. Поэтому я решил начать сборку своего кастомного 3D принтера, который имеет увеличенную высоту по Z. Купить готовый 3D принтер, конечно, дешевле, быстрее и легче, но в основном это опять же какая-то закрытость, ограничения в размерах. Есть, конечно, большие модели, но стоят они уже нереальных денег. На данный момент я в процессе заказа деталей. Это займет очень много времени, потому что стандартные профиля 20 серии, но в них уже заложены вырезы, резьбы, и все это делается на заводе в Китае, потому что мне неохота с этим возиться, все это придет, я это буду только собирать. Заранее прошу прощения, если будет плохое качество звука, плохая картинка, я не профессионал, я просто человек, который хочет собрать 3D принтер и показать его вам. А также сегодня я вам покажу CAD-сборку в SolidWorks, как будет выглядеть рама и принтер в общих чертах. Так что, кому будет интересно, следите за обновлениями. Что касается сборки рамы. Здесь будет использован профиль 2060 и 2080. Профиля между собой будут притягиваться винтами М6, шляпки уходят в пота и обшивке ничего не мешает. Здесь будет использоваться Blind Join. Заранее сделаны все отверстия для того, чтобы легко было протянуть. То есть у нас собирается верхняя крышка рамы, потом она сажается на остальную раму. То же самое с нижней. По сути, сборка получается очень простой и легкой. Снизу предусмотрены колеса для легкого перемещения во время сборки и последующего использования. Также у нас используется профиль 2020, но он используется для того, чтобы правильно установить панели. Теперь по ходовой части. Для Z используется мотор Wind 1204 ШВПшка. Он напрямую крепится к профилю. Здесь сделаны все вырезы. Также отверстия под винты. Также рама стола у нас это профиль с кастомными нарезами. Все также крепится в торец. Все мощно. Теперь по рельсам у нас 12 линейные направляющие используются. Здесь одна проблемка будет, так как принтер с термокамерой, мне все это придется затягивать на горячую. Из-за разности коэффициента теплового расширения лучше нагреть принтер примерно до 50 градусов, затянуть это, и это будет в среднем положении, то есть в холодном и горячем состоянии отклонения будут небольшие. По кинематике у нас будет использоваться Corex Y. Здесь у нас используется полуавтоматическое натяжение, то есть ослабил винты, пружина натянула ремень, затянул винты. Здесь у нас один двигатель будет использоваться с удлиненным валом и дополнительным подшипником в маунте. По голове я, скорее всего, буду снимать отдельное видео, потому что здесь используется очень интересная сборка головы с интересными решениями. Поэтому, я думаю, на днях я ее тоже сниму и покажу. Так, по ходовой части у нас по Z 750 мм, по X 600 мм и по Y 400 мм чистыми. Так, теперь перейдем к заказу профиля. Профиль был уже заказан. Вот цены. То есть это профиль включает в себя точную нарезку размеров, включает в себя нарезку резьбы в торцах и также дополнительные отверстия, заглубления и тому подобное. Итого у нас вышло вместе с доставкой, но это доставка по Китаю, то есть дополнительно доставка будет еще
Но общая цена вышла $176. И на этом пока все. Всем спасибо, до свидания. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь. Катман, не шатайся. Не шатайся. Буду стараться, возможно, получится или не получится. Картинка не понравится, сильно капками. Ставьте лайки, дизлайки, балалайки. Начал и пойду я на.